Здравствуйте. Сегодня я попытаюсь показать вам, то есть не показать, а дать послушать, как звучат разные гарнитуры разных производителей. В общем, это вот коллекция, это все то, что я в разные годы использовал в своих автомобилях. На самом деле, вот эти вот две, они у меня тоже использовались, но это было так давно, что я уже не помню, когда я их включал. Сейчас совершенно случайно я их обнаружил, подзарядил, работают. Ну и, в общем, знаю, что некоторые люди еще пользуются вот такими вот. И могу сказать, что сегодня мы попробуем просто посмотреть не только как мы слышим, но и как слышат нас. Что у меня тут есть? Это начнем, наверное, с этой. Она шла изначально как гарнитура для душа. Она непромокаемая. У нее зарядка под прокладкой. И в ней есть микрофон. Это такая мини-колонка для прослушивания музыки, на самом деле. Это гарнитурка, которая крепится к козырьку в автомобиле. Ну, могу сказать, достаточно громко. В принципе, нормально она разговаривает. И по сути у нее минус только один. Если аккумулятор у нее еще можно заменить, там можно 18650 хотя бы впаять, и она будет работать на этом же, хотя на самом деле стоит плоский. То проблема основная у нее в том, что это микрофон. Но микрофон, я могу сказать, чувствительность микрофона — это проблема у всех гарнитур. За исключением фирменных. К сожалению, у меня нету Plantronics. Он был потерян. И нету еще одной гарнитурки. Китайская. Похожая на эту чем-то и весом, и размером. Но немножко форма у нее тут была другая. Тоже потеряна в свое время. Качественные гарнитуры, да, они действительно отличаются. Дальше у нас что? Это Jabra Drive. Jabra Drive. На самом деле самая используемая на текущий момент уже вот. Она настолько у меня покоцанная, что вон рамка кнопки громкости отлетает. По сути, это этакий середнячок, который не надо постоянно втыкать в ухо, который не прерывает радио, через него произносится навигатор, не только телефон. В общем, очень удобная вещь. Аккумулятор держит, я не знаю, в среднем я его заряжаю раза 4 в год, может быть 5 раз за год. То есть она достаточно экономичная и вообще на самом деле шикарная штука. Вот это вот мне очень понравилось. Есть еще более продвинутая, более побольшего размера гарнитура у Жабры, но та уже просто больше размером. Качество звука у нее точно такое же. Здесь нехватка низких частот. Это, пожалуй, единственный ее недостаток. Она постоянно разговаривает средними частотами, но это как бы привыкаемо. Дальше велосипедные наушники, которые я тоже использую иногда, очень редко. Я чаще в них катаюсь. Какая-то вообще невнятная китайщина. Музыку играют они более-менее нормально. Ну, для меломанов, конечно, не подойдет, но как для велосипеда, на велосипеде надо слышать еще и улицу. Не только затыкать себе уши и я один на дороге, я один в лесу, никого не вижу, ничего не слышу. Следующее. Nightingale. Из минусов, пожалуй, только то, что я их боюсь потерять. Они сами вставляются в зарядный блок. Этакий пауэрбанк для наушничков. Аккумуляторы держат в самих наушничках. Ну, хотелось бы подольше. Но
на самолете, скажем, если куда-то лететь, то часа на 3-4 хватает. Какую-нибудь аудиокнигу запустить, послушать. Дальше их уже просто эти вот мелкие наушнички надо втыкать. Дальше они уже стоят на зарядке. Сам блок из таких интересных фишек, как он тут открывается, не помню, по-моему, это сторона. Да, здесь зарядная, чтобы зарядить его самого. А здесь он может выступать пауэрбанком для всяких мелких устройств. Телефон он не особо потянет, но в экстремальной ситуации где-то можно воспользоваться. Так, про это я уже сказал. Это китайщина голимая. Я, в общем-то, ее заказал на попробовать, а потом про нее чисто забыл. Мне опять понадобилась более-менее нормальная гарнитура. Я не заказал, а просто зашел в магазин и купил. И, на удивление, пришла через 2 дня и вот эта вот гарнитурка. Разница между ними огромная, что в качестве, что по весу. Это Jabra 25. Тоже проговаривает все навигации. Коробочка от нее. И это коробочка от этого китайца. Ну, а сейчас я попробую подключить их. И мы посмотрим, как, что, чего у нас будет слышаться. То есть, как вы будете слышны вашему собеседнику на том конце провода. Так, сейчас мы проверяем вот этого китайца. Я надеюсь, что запись пошла. Чисто для теста. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Спокойным голосом, не повышая, обычный разговор. Я думаю, этого вполне достаточно для понимания качества. Сейчас мы проверяем вот это. Следующая колонка, которую я подключил, это вот этот китаец. Я даже не знаю, где у него микрофон. Ага, микрофон, скорее всего, здесь. Как я говорил, он крепится на козырек. Ну и опять-таки ложу на стол. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три. Как слышно, прием, прием. Ну, этого тоже достаточно. Очередная запись. И на сей раз мою Jabra слушаем. Микрофон у нее вот здесь, вот в этом месте находится. Как я говорил, уже она мне была максимально используемая из всех моих блютусных говорилок в автомобиле. Ну и чисто для теста. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три. Слышно, не слышно. Все должно быть слышно. И давай, Jabra, удиви меня. Следующие наушники. Это мои велосипедные, которые я говорил, No Name. Причем это тотальный No Name, на нем ничего не указано. Music написано, и это все. Больше никаких, ничего. Никаких надписей. Как у него будет слышно? Мы сейчас послушаем записи. 5, 4, 3, 2, 1, раз, два, три. И достаточно. Следующие это наушнички Nightingale. Я их уже подключил, воткнул в ухо. Слушаем, как меня слышно. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три. Ну и этого, я думаю, достаточно для понимания слышимости. Ну и последнее на тесте, проверке, сравнении, как хотите, так называйте, это Jabra 25.
воткну ее в ухо, чтобы было максимально приближенное к реальным условиям разговора. То есть мы же разговариваем через гарнитуру не так, как через, скажем, через эту колонку, а мы ее втыкаем в ухо. Ну вот пускай она и будет в ухе. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три для понимания и сравнения. На этом, пожалуй, что я и закончу. И сейчас еще раз финальный отрезочек я оставлю для сравнения, как идет запись через телефон. Итак, уважаемые телезрители, сейчас я с вами говорю не через весь этот набор, всю эту коллекцию, но кто-то скажет хлама, кому-то это, возможно, будет полезно, а через микрофон самого телефона. Так, по поводу всех этих колонок. Надо не забывать, что это все-таки в первую очередь музыкальная колонка. Функция телефонного разговора в нее добавлена постольку-поскольку. Это просто как бы дополнительная опция. Дальше, что касается этих наушников. Это тоже музыкальные наушники, но просто в них есть функция для разговора. Nightingale, на самом деле, в свое время они были достаточно высокого уровня и цену имели тоже немалую. Но по сути это тоже обычные музыкальные наушники. А вот эти предметы это уже вещи, которые предназначены строго для автомобилей, для вождения, для использования в каких-то условиях. То бишь на ходу или в машине, тогда, когда нет возможности использовать свои собственные руки. Далее, по поводу качества вот этого вот устройства, могу сказать, это no name. Вообще абсолютно галимый китаец. Надо не забывать, лет ему 100. 100 не 100, но порядка 8, наверное, 9 лет, как он уже есть у меня в пользовании. А когда они начали их производить, я, честно говоря, даже и не знаю. Далее, вот эта вот вещь новая. И в свете текущих технологий я могу сказать, но, товарищи китайцы, я понимаю, что она стоила 5 баксов, но давайте уже не будем гнать галимое фуфло. По сути-то можно было сделать это все и покультурнее. Что у нас остается? У нас остается жабра, колоночка и жабра гарнитура. Жабра-колоночка, она сама по себе вещь очень неплохая. Как я уже говорил, мне особо нравится ее заряд. Пользуюсь ей уже лет... 4 года точно. 4 года как Jabra Drive у меня в пользовании, это точно. И к тому же надо не забывать, что это не музыкальная колонка. Ей не надо бумкать и играть громко музыку. Ей надо достаточно четко передавать разговор, чтобы его было слышно громко в автомобиле. И, наконец, Jabra, вот эта вот 25-я, она по сути и есть настоящий hands-free, который максимально похож на Plantronics, на все остальные фирмы, которые когда-либо выпускались, именно более крупными фирмами. Помню, когда-то была одна из первых Jabra, появлялась на рынке со специфической такой зарядкой для Nokia. Та была довольно неплохая, правда у меня ее не было, но я пользовался ею несколько раз. Могу сказать, очень неплохая вещь для своего времени была. Что касается китайцев и брендов, ну, я свое мнение высказал, вы его знаете. А этой, ну, пользоваться буду, да. Через нее все-таки разговор слышен. То, что меня собеседник плохо понимает, это как бы уже отдельный разговор. Я смогу и покричать. Тем более, что в машине я обычно один. А именно для автомобиля мне все эти вот
причиндалы как бы и нужны. Ну, а дальше я могу сказать, выбирайте сами, кому что нужно. И как запасная вещь за 5 баксов вполне себе ничего. Пусть будет. А я оставляю себе вот этих 3 фаворитов. А все остальное, ну, все остальное уже, по-видимому, использоваться не будет. От слова никогда, кроме, ну, вот этих вот наушников еще. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего времени суток. И да, ставьте лайки. Ну или дизлайки. Как уж вам больше понравилось.